Ребята, всем привет! Сегодня мы в Демре или в античных ликийских мирах. Приглашаю всех на прогулку, вместе пройдемся, посмотрим, что здесь было, и вперед! Амфитеатр и спальные гробницы. Сегодня остались крупицы от некогда величественного города мира. Эти бесценные крохи истории, которые еще можно посмотреть и прикоснуться к ним. А весь остальной город лежит где-то под бесконечными теплицами и улицами современного города Демре. Если вы видели предыдущий ролик про Лемиру, вы понимаете, что ликийцы, которые гвоздем нацарапали надписи, не были строителями античных сооружений. Наверняка вы видели амфитеатры, или может быть даже бывали в них. Я лично посетил 2 или 3 десятка античных амфитеатров, но до сих пор не выяснил, что же это было, и все еще ответ на этот, казалось бы, банальный для обывателя вопрос. Конечно, чтобы играть пьесы Софокла или Эсхила, для тех зрителей в туниках, наверняка скажете вы, в этом регионе Турции постоянно и сейчас проходят фестивали и шоу, и посетив примерно с десяток, я скажу вам, что нет ничего хуже, чем смотреть представление в амфитеатре. 2 часа спину не прислонить, зал квадратный, даже если взять мягкие сидушки. То есть сейчас я могу точно сказать, то это точно не было местом, где играли спектакли. Сейчас покажу вам детали, на которые почти никто не обращает внимания. Если говорить в терминах античной архитектуры, мы сейчас находимся на уровне, называемом виации, то есть чуть выше среднего яруса. Второстепенные выходы сквозь туннели, ведущие сюда, называемые вомитории, выражают своей сложностью проработки элементов. Посмотрите на обилие арочных конструкций, размеры блоков, качество их соединений. Все это указывает на огромную несущую способность и прочность конструкции. Вы видите, что каждый блок уникальный. Ну и для меня, инженера по образованию, понятно, что строительство такого сооружения не могло быть выполнено без тщательно проработанного проекта. То есть, помимо общего плана, на каждый блок разрабатывался чертеж. Поясню. Камень лучше всего сопротивляется сжатию и хуже всего изгибу. И в арках он как раз работает в наиболее эффективном режиме. Здесь же также видны следы инструментов и как выполнена интеграция со скальным основанием, что свидетельствует о заранее проведенной экспертизе, о наличии трещин и пустот, не говоря о проведении геодезических работ и разметки. Ну и точность исполнения размеров должна быть, по-моему, менее миллиметра на метр. Я стараюсь всегда взглянуть со стороны на вопрос. И не кажется ли вам, друзья, чтобы сыграть пьесу, совсем не нужно строить такое сложное и дорогое с точки зрения строительства и эксплуатации сооружения? В наше время современные театры не делают с такой избыточной прочностью, которая позволила им простоять бы 2000 лет. Верхним уровнем сидений, который называется сумма кавиа, во всех исследованных мною амфитеатрах всегда расположены арчатые своды и иногда проходы, а иногда отдельные помещения, отсутствие которых многократно бы упростило и конструкцию сооружения, и стоимость строительства. Почему же они просто не уложили блоки на грунт? Это же гораздо проще. Я думаю, что для них эти своды были категорически важными элементами. Смотрите, как четко изготовлены блоки и выполнены сопряжения арочного свода. Учтите, что они изготовлены сотни, а может быть и тысячи лет назад, выдержали десятки землетрясений и до сих пор находятся в рабочем состоянии. И снова смотрите, как эти зодчие виртуозно меняли плоскости. Вы же понимаете, что вырезать прямоугольный блок много проще, чем блок со ступенькой. Для сторонников бетонной технологии скажу, что эффект будет только в случае серийного изготовления однотипных блоков, а делать 1000 уникальных опалубок – это безумие. Тем более отливать блоки с уступами. Сейчас, конечно, здесь все дополнительно укреплено для безопасности посетителей. Каждый амфитеатр уникален, а этот уникален еще тем, что здесь как минимум наличие 2 уровней несущих арочных конструкций. И смотрите, высота перекрытия нижнего уровня более 10 метров. Такой прием я обнаружил только здесь. Сейчас археологи сложили там свои находки. Ну и сохранность указывает на высокое качество когда-то выполненного проекта. Сейчас у нас проектный ресурс жилого здания 50-80 лет. Как вы думаете, на какой же срок эти архитекторы рассчитывали свои строения? Основная видимая часть любого амфитеатра – это, конечно, концентрические ряды сидений и лестниц. В наше время никто не делает сидений из камня.
Это дорого во всех отношениях, начиная от обработки и заканчивая монтажом. Ведь каждый блок весит не менее тонны. Я думаю, что это никакие не сидения. Но что это тогда? И это большой вопрос. Чтобы найти ответ, во-первых, мы должны выйти за рамки шаблонов, а во-вторых, мысленно поставить себя на их место. Тогда сразу исчезают толпы рабов, тянущих по круглым волкам каменные блоки, а когда умножаем износ инструмента на объем обработанного материала, то вдруг испаряются эти каменотесы с каменными молоточками и бронзовыми зубилами. И каких целей та цивилизация строила это сооружение, для меня лично загадка. Кажется, есть следующее обобщение. Амфитеатр всегда на склоне холма. Согласен, это разумное использование ландшафта. Привязки к сторонам горизонта нет, но всегда есть подвод воды. Иногда по многокилометровым акведукам, как, например, в Сиде или Аспендосе. А в некоторых городах, например, в Лаодикее, имеются два амфитеатра. Зачем? Может быть, один для комедий, а другой для оперы и балета? Как про лестницы. Да, именно по которым ходили, да и сейчас ходят люди. По сравнению с сиденьями, они вообще сделаны в кривь и в кость. И нет, это не износ от тысяч башмаков, топтавших эти ступени многие сотни лет. Могу предположить, что их не было изначально, а они были вырублены позднее, как раз с помощью бронзового зубила и каменного молотка. То есть я считаю, допотопная развитая цивилизация построила это, но была смыта потопом. А потом пришли древние греки, нашли и приспособили это все для своих целей. Ну и похоже, их тоже смыло. Всегда наличие четкого перепада примерно в пару сантиметров высотой. Обратите внимание, хорошо виден этот перепад. Если у вас есть идеи, зачем он нужен был, то пишите в комментариях. И я абсолютно уверен, что он не для того, чтобы люди с верхнего ряда сюда ноги ставили, чтобы не мешать сидеть нижним. Фризы и барельефы в мире завораживают, и на них можно смотреть долго. И через несколько минут мы более внимательно осмотрим их. Но замечали ли вы, что в некоторых античных храмах в углах сопряжения иногда встречаются обколотые блоки? Почему? Все просто. Древние архитекторы соединяли блоки металлическими стяжками, которые очень были нужны этим диким грекам, чтобы сделать себе нож или наконечник для копья. По этой же причине многие колонны опрокинуты. Там тоже был стальной штифт. Ну и зачем нужна была высота основных проходов, которые называются портами, в 9 метров? Ведь для всадника на коне достаточно же и 3, а монтировать высокую арку всегда сложнее низкой. У меня предположение, что это тоже связано с функциональным назначением амфитеатра. Или что это было на самом деле? На замковом камне высокой арки они вырезали барельеф Медузы. Зачем? Ведь его же без зума и не увидеть. Еще один важный элемент любого амфитеатра – это замыкающая конструкция, или скена в терминах античной архитектуры. Здесь, в мире, да и практически во всех остальных амфитеатрах, он сильно разрушен. И то, что мы видим здесь, скорее всего уже реконструкция скены, выполненная реставраторами. Выводы о причинах разрушения делать пока рано. Сейчас собираем, так сказать, доказательную базу. Я планирую вскоре показать вам и другие античные амфитеатры. Я думаю, что изначально тут возвышалась стена из таких же огромных блоков, и она замыкала верхние ряды сидений. Представьте себе, что вместо этих сиротских проходов некогда здесь стояла стена высотой с 5-этажный дом. Так это примерно все должно было выглядеть и здесь. Но это скена из Аспендоса. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что амфитеатр – это технически сложное крупное сооружение. По моим прикидкам, только на уровне сидений они вырезали и смонтировали более 3000 блоков массой почти 10 000 тонн. И это без внутренних арок, порталов и скены. Да, сооружение было поистине колоссальным. В общем, плавно двигаемся из амфитеатра, и мы практически упираемся в раскоп. И вы не ошибаетесь, этот амфитеатр был засыпан никак не меньше, чем на 6 метров от основания. А материал засыпа практически такой же, как везде в Турции. Галька, куриное яйцо, песок, битая керамика и кости. Я считаю, что это как раз следы того потопа, который смыл цивилизацию античных строителей. Вы можете спросить, как выглядело это место раньше? Я нашел один набросок, выполненный Чарльзом Феллоу во время его экспедиции в эти места в 1838 году, то есть почти 200 лет назад. Ну а сейчас, почти с того же ракурса, это выглядит так.
Сооружения, официально называемые ликийскими гробницами, про них я уже недавно делал ролик, и если не смотрели, я советую вам посмотреть. Этими гробницами, или монашескими кельями, или кладовыми, а может это вообще был инкубатор рода человеческого, и этим изрезана вся скала. И хотя внешний вид выполнен по четко прослеживаемым канонам, вы не найдете двух одинаковых на всем полуострове. Устройство всех гробниц похожее: полки или ниши вдоль стен, и иногда приямы в середине. Во всех была дверь, типа шкафа-купе, перемещающаяся по каменным направляющим. Вес самых маленьких дверей от 300 килограмм, и чтобы открыть такую, нужен как минимум гидравлический домкрат. В этом регионе множество мест с подобными гробницами, но здесь многие украшены барельефами с фигурами людей, информация о которых, видимо, тоже смыта потоком и не дошла до нас. Или это Damnatio Memoria, и нам нельзя знать их имена. И если вы обратите внимание, чтобы изготовить, нужно было удалить лишний материал вокруг фигур по всей плоскости. Но для этих скульпторов не было ничего невозможного. К сожалению, от Миры осталось так мало. Ведь все руины расположены на таком крохотном пятачке земли, и я думаю, у некоторых из вас дачи побольше будет. Помножьте плотность увиденного на площадь Демре, чтобы представить, какой тут мог стоять город. А это Святая Троица, визитная карточка Миры Ликийской, которая по красоте и количеству украшений на карнизах, фризах и капителях, как и все допотопные античные города, была великолепна. Смотрите на остатки былой роскоши. Это классические античные резные украшения, которые встречаются на всем протяжении Великой Греции. Честно, я пока не выяснил, как эти мастера смогли все это вырезать. С одной стороны, я часто вижу блоки со следами высверлов по периметру рисунка, и можно предположить, что мастер с алмазной бормашинкой после сверления обрабатывал рисунок. Но, с другой стороны, повсюду эти тончайшие каменные перемычки, и они были бы удалены при фрезеровании по периметру, так и обработкой с помощью стамески и долота, а они везде целые и невредимые, даже после сотен лет забвения. В длине одинаковые элементы после измерения оказываются разными, то есть это не автомат вырезал, и это не обработка по шаблону. Греки также любили оставлять надписи, по которым историки все это им и присвоили. Но разве по гвоздем нацарапанной надписи тут был Агамемнон? Можно определить, что это именно он и построил? А на выезде из Мира Ликийской стоит старый мавзолей или храм, а может быть подстанция античной системы энергоснабжения. Можно выдвинуть сотню версий, что же это было, и не угадать. Одно можно сказать точно. Это сооружение размером с гараж или трансформаторную будку сделали с таким запасом прочности, который позволил ему дождаться нас. И, возможно, оно будет стоять и после того, как нас в очередной раз смоет. Смотрите, стен толщиной 60 сантиметров им оказалось мало, и они все усилили арками. И все это сооружение некогда было накрыто каменной крышей толщиной сантиметров 30. Вот такой привет от допотопных строителей дошел до нас. Вот мы прошлись по мирам ликийским, посмотрели гробницы, амфитеатр. Надеюсь, вы сами сделали себе выводы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и до новых встреч на канале. Всем привет!